Итак, мы в Бибури. Это деревушка, расположенная в красочном районе Англии Котсволдс. В XIX веке Уильям Моррис назвал ее самой красивой деревней Англии. Fox News также называл ее одной из самых красочных деревень в мире. И действительно, туристов, посещающих Бибури, с каждым годом только прибывает. Что же у нас здесь находится? Давайте посмотрим. Это классный викторианский отель с вкусной едой. И если раньше туда можно было попасть без предварительного бронирования, то сейчас это гораздо сложнее. Но если вам не повезет сюда попасть, то есть еще одно место, где можно перекусить, в местечке, где разводят форель. Разводить ее здесь стали в начале 20 века. Но кухня там закрывается раньше, чем в отеле. Здесь есть еще, конечно же, ряд более мелких кафе, но, как правило, они тоже закрываются раньше, чем кухня в отеле. Природа здесь классическая для Котсволдс. Речушка, цветы, сады, старые домики. Сейчас мы проходим мимо притока реки Темзы, которая называется Колн. А в самом конце дороги вы можете посетить тоже очень симпатичную церковь. Вокруг нее тоже все симпатично украшено цветами, ну и, впрочем, довольно интересно посмотреть, как это все выглядит.
eccola, eccola, vedi, ragazzi, vedi. Ну а на обратном пути можно как раз и заглянуть на знаменитую гряду, ряд домов, который называется Арлингтон. Эти дома были построены в 1380 году для хранения шерсти и уже позднее, в 17 веке, были переоборудованы в жилье для ткачей. Ну вот буквально и все достопримечательности, которые вы здесь можете посмотреть. Конечно, можно остаться немного подольше, побродить, порассматривать каждый дом, но в принципе я бы не рекомендовала ехать сюда на очень долго, потому что действительно вы можете обнаружить, что заскучаете довольно быстро. Хотя в этом же районе вы также можете найти много других симпатичных, очень красивых деревенек, которые гораздо больше, и также эти деревеньки окружены полями, особенно летом. Особенное удовольствие смотреть на различные цветущие поля.